Добрый день, дорогие девочки! Приветствую вас всех на своем канале, где мы с вами правильно иногда шьем. Хотелось бы, конечно, чаще, но получается как получается. Хорошо, что хоть вообще иногда получается пошить в такое наше непростое время, так сказать. Я имею в виду весна, лето, огород, дети, работа, все в общем вместе. И, как понимаете, на шитье времени практически не остается. Но мы не теряем надежду. Пройдет лето, придет осень, и, возможно, будет побольше времени свободного, где мы с вами будем заниматься своим любимым делом, а конкретно в моем случае шить. Итак, сегодня мы с вами будем шить платье для меня. Платье простое, городское, свободное, все как я люблю, по типу вот такого платья. Покажу вам. Это платье хэбэшное, домашнее, которое я шила себе несколько лет назад. Ну, примерно года 3-4, точно даже и не помню. Это хлопок. Здесь рукав реглан, оно свободное. Раньше здесь был поясок, но дома мне ходить неудобно с пояском, поэтому сейчас ношу без него. Что мы будем шить? Как я уже сказала, это будет платье для меня, и я вам сейчас покажу модель. Вот такое платье мне хотелось. Что-то свободное, легкое, непринужденное, чтобы можно было и на работу, и в парк, и в магазин. Тем более у меня есть ткань, которую я покупала на домашний костюм. Тут, кстати, рекомендованные ткани идут плательные. Именно это хлопковая ткань, из которого сшита хлопковая смесовая ткань, вот так скажем, из которого сшита именно эта модель платья. У меня это вот такой хлопок рубашечный в мелкую клеточку. Он у меня уже постиран. Конечно, я не уверена, что это стопроцентный хлопок. Мне кажется, это тоже какая-то смесовая ткань, потому что рубашечный хлопок, он вот какой-то, знаете, как будто немножечко, как сказать-то, как будто он чем-то пропитанный. Но в то же время они пишут, я покупала в магазине состав, что это стопроцентный хлопок. Не знаю, может, как-то его обрабатывают. В общем, у меня здесь отрез приличный. Не помню сколько, какой метраж, я вот не помню, как обычно. И, в общем, вот такое хочу платьишко. Сейчас приложу. По-моему, мне будет неплохо. Издали, как видите, смотрится таким розовым, но вблизи это клетка на бежевой такой телесной основе, молочной, красная и темно-серая клетка. В общем, выкройку я сделала. Сейчас вам покажу. Так. Выкройка у меня готова. Ткань у меня готова. Время у меня есть. Итак, девочки, мы с вами приступаем. Сначала мы с вами раскроим. Я надеюсь, что у меня все пойдет гладко. Вообще я не планирую здесь состыковывать клетку, но посмотрим. Возможно, на боковых швах где-то и придется состыковать. В общем, приступаем. Желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится мое новое видео. Ну а прежде чем мы с вами приступим к пошиву моего платья, которое я выбрала, покажу вам еще раз его поближе. Вот такое платье. Я хочу с вами еще кое-чем поделиться. Вообще, изначально мне хотелось шить платье себе на день рождения. У меня, кстати, скоро день рождения. Сегодня 28 у нас июня, а день рождения у меня 8 июля. И мне понравился фасон вот такого вот платья. Оно здесь представлено в двух вариантах. Один вариант это свадебное. Вот такое вот, оно длинное в пол. Ну, я бы, конечно, сделала покороче. Ну, примерно вот такое. И второй вариант короткий. И я даже купила ткань, покажу вам. Она постиранная уже. Это вискоза. Но мне кажется, это не чисто вискоза, а вискоза твил. Видите, какая-то выработка идет на ткани. Хотя для твила она тонковата. Вот такую я ткань выбрала себе на платье. Такая она с изнанки. Но почему-то мне все равно хочется начать с простого платья, которое я вам сегодня уже в начале видео показала. Давно я ничего не шила, была занята, и начну я все-таки вот с этого платья, которое будет повседневное для города, для работы, для прогулок. В общем, такое универсальное платье, которое надел и побежал. Это платье все-таки, мне кажется, более такое праздничное и торжественное. Также я хочу вам показать еще одну ткань. Это тоже у нас вискоза, но мне кажется, уже какая-то штапельная. Она более такая тонкая, похожая, конечно, на постельное белье из моего детства. И эта ткань тоже постельная, видите, не глаженная. Ее нужно отутюжить. И эту ткань выбрала дочка моя, которая
вторая, третья по счету, да, моя дочь Лиза. И я ей сказала, давай тогда тебе что-то сошьем, потому что именно вот эта ткань мне не очень нравится. Мне больше нравится вот такой вот цветочек. В общем, девочки, что хочется еще добавить? У меня много планов. Еще бы найти, конечно, время. Но сейчас мы в небольшом отпуске, поэтому я думаю, что все успеем. Это платье я точно успею шить. Ну, а это возможно, успею даже до своего дня рождения. Потому что мы уезжаем отдыхать в небольшой отпуск. И платьишки поедут со мной. Это повседневное, а это будет праздничное на вечер. Все-таки на улице у нас лето. Покажу немножко, кстати, нашего лета. Вот такая у нас за окном погодка. Но все равно на улице очень ветрено и не очень-то сильно и жарко. Хотелось бы, конечно, потеплее, всего 20 градусов. Ну ладно, не будем мы расстраиваться. Займемся своим любимым делом, а конкретно шитьем. Кстати, выкройку этого платья я тоже себе уже сделала. Размер обоих платьев я выбрала 42. То есть это европейский размер, плюс 6, получается российский 48. В общем, приступаю к пошиву, и теперь точно идем кроить платье. Приступила я к раскрою платья и решила начать с самых больших деталей. Это детали у меня юбки. Задняя деталька со сгибом и передняя. Ткань я сложила вот так, серединку, чтобы сделать обе детали со сгибом. И чтобы примерно совпали клетки, у меня здесь есть надсечки. Это где-то линия бедра. Я буду ориентироваться, чтобы у меня надсечки попали. Если вот здесь на розовую полоску, то здесь я тоже подвину на розовую полоску. Вот видите, чтобы примерно клетка совпала. Ну, а дальше я буду раскладывать. У меня здесь ткани, я смотрю, предостаточно. Мне кажется, даже больше 2 метров. Где-то 2,5 метра, может быть, даже и больше. Ткани мне хватит. А то я переживала. Рукав я оставлю такой, который у меня представлен в журнале. Единственное, что сейчас подвину, потому что вот здесь кончик у меня попадает на кромку, а здесь у меня ткань лишняя. Сейчас немножечко передвину все, чтобы было все красиво и аккуратно. Детали юбки я выкроила и перехожу к оставшимся деталям платья. Здесь у меня рукав, ткань у меня сложена напополам. 2 детали у меня получаются лифа платья спинки. Почему 2 детали? Потому что у меня будет шов. Не у меня, вернее, а так задумано выкройки. И передние, и задние детали лифа будут в середине со швом. Также здесь у меня обтачки. Их я выкрою чуть больше. Вы знаете, как я это все делаю. После того, как продублирую, я уже выкрою их по выкройке. И также обтачка вот эта вот на спинке. Также я очень рада, у меня остается вот такой приличный кусочек, и я уже знаю, что из него получится. Из него получится юбка летняя для моей младшей дочки. Ей 6, я думаю, будет прекрасно. Просто выкрою полосу, соберу на резинке, и будет отличная юбочка на лето. Раскладываю сейчас детали, соблюдаю все долевые линии, и уже потом буду заправлять швейные машины, и начнем с вами шить. Выкроила детали лифа платья, и у меня на передних детальках выточка, я сразу ее переведу при помощи иголочек. В начале выточки я поставила надсечки, вот они у меня небольшие, прям по 0,3 мм. А саму выточку я закалываю иголочками. Далее я переверну на другую сторону и отмечу. Вот у меня, видите, заколото. Я отмечу эти точки ручкой, которая исчезает при помощи пара. Вот таким образом. Сейчас найду центр выточки. Таким образом. И выведу одну линию к центру. Соединяю все метки. Раз. Это будет центр. И также сейчас переведу вторую сторону выточки. Чтобы когда я приступила к шитью, у меня уже все было готово. Также для удобства я рекомендую всегда очерчивать центр выточки. То есть вот этот вот центр
Я всегда рекомендую чертить, чтобы вы, когда складывали выточку, вы не стыковали вот так вот иголкой, а вы прям по этой линии, ну, к примеру, пускай вот она начерчена, вы по этой линии перегибали выточку, совмещая надсечки в начале выточки, кончик выточки, и она у вас аккуратно будет ложиться. Всегда делаю центр. Это очень удобно. Так, вторая сторона выточки тоже переводим. А здесь у нас надсечка. И соединяем все метки при помощи линеечки. Оп. Сейчас я линейкой измерю центр, середину и прочерчу еще одну линию. Также я разложила обтачки. Их я буду кроить побольше. После того, как я проклею ткань флизелином, я уже выкрою по лекалам. Закончила я с раскроем платья и решила из лоскута сразу раскроить ребенку юбку. Так, записываю это видео для того, чтобы сказать, никакую клетку я не совмещала, потому что вот поэтому, посмотрите, клетка имеет перекос, ее невозможно совместить. То есть она у меня здесь очерчена ровно под 90 градусов. И посмотрите, как получилось. То есть бесполезно ее совмещать. Склоняюсь к тому, что все-таки это хлопок, потому что клетка имеет, как сказать-то, не ровный графический вот этот рисунок, а такой немножечко волной, как на хлопке. Обычно он всегда перекошенный. В общем, ничего не совмещала, как получится, так и получится. Сейчас выкрою из этого остатка сразу дочке юбку. Еще хочу, планирую, думаю, и выкроить ей еще 2 кармашка. Мне кажется, с кармашками будет более мило смотреться. Возможно, низ отделаю кружевом. Все-таки на дворе лето, хочется чего-то нарядного для ребенка. Заправила швейные машины, и мы с вами приступаем к шитью. Прежде чем мы с вами окунемся в этот завораживающий процесс, я хочу вам показать, что я немножечко тут поколдовала и подготовила кое-какие детальки уже к этому процессу. Итак, заколола средний шов на спинке лифа. Вот он у нас. Это спинка, в которую притачаются 2 вот такие обтачки. Вот таким образом. Они притачаются, и здесь будет вот такой вот красивый крестик. Их я тоже подготовила уже к стачиванию, проложила сметочную строчку, так как они выкроены по косой, но чуть дальше линии, по которой буду строчить. Так, далее переходим к лифу платья, передние детали. Здесь я тоже заколола средний шов, так в камеру видно, и заколола выточки. Тоже проложила сметочную строчку, вот она, тоже чуть дальше линии прокладывания строчки, чтобы потом не удалять эти нитки, которые будут мешаться. Ну и подготовила планочки, обтачки, горловины. Это у меня, значит, передние, а вот это побольше задние. Я их приутюжила и выкроила по выкройке, какие они должны быть. Здесь я проложу строчку в первую очередь по плечу. Далее я разверну, и с наружной стороны я обметаю обе обтачки для того, чтобы было проще и красиво смотрелся вот этот уголочек. Потому что если я здесь стачаю, на верлаке это место пройти острое будет очень сложно. Либо его нужно будет как-то подгибать. Но я решила, что я обметаю сначала наружные срезы, потом стачаю и отутюжу. Вот эти уголочки красивенько туда подверну. Будет красиво. В общем, вот такие у меня планы. Идем с вами за швейную машинку, будем стачивать. Выточки средние швы. Далее средние швы я обметаю. И пойдем уже на утюг. Думаю, платье будет шиться быстро, ничего тут сложного нет. В общем, надеюсь, что завтра оно будет у меня уже готово. Продолжаю работу над платьем. К слову, у меня уже наступил новый день, и я хочу подвести итоги вместе с вами, что я вчера успела сделать. Ну, во-первых, я успела сделать бумажное лекало. Пересняла выкройку с журнала Бурда. Во-вторых, я раскроила платье. В-третьих, я стачала средние швы и выточки на лифе платья. Четвертое, я сделала обтачку, она у меня почти готова. Хочу вам показать, как я сделала. Вот здесь кончик, который спереди, я запаковала, подвернула краешки и подшила. А вот сзади у меня не получилось, потому что этот угол был очень острый и края не подворачивались. И я просто его
отрезала и обметала. Так, обтачка у меня готова. Также я стачала вот эту планочку декоративную, которая будет на спинке. И, внимание, я ее осноровила, потому что планочка у нас выкроена и стачена по косой. И при пошиве она немного стала длиннее. Так, сегодня у нас наступил новый день, как я уже сказала. И что я сейчас буду делать? Я сейчас буду заниматься юбкой платья. Так, что это? Это юбка платья? Или не юбка платья? Так, не пойму, где у меня юбка платья. Вот юбка платья. Так, это, наверное, была задняя половинка. Вот у меня передняя. Здесь у нас есть надсечечки. Вот они. Я сделала совсем небольшие надрезы, так как у меня припуск всего 1 сантиметр. И мне нужно сейчас будет присборить в центре вот это место. Тут такой декоративный вырез под грудью. И мне нужно присборить, чтобы у меня юбка была по размеру лифа. Так как здесь имеется заострение, такое вот острие, я буду прокладывать сборку в 2 этапа. Сначала с одной стороны, потом проложу с другой стороны. И кончики уже стяну. Это я сделаю и с передней половинкой, и с задней. Так понимаю, что это задняя половинка у меня. Не вижу надсечек. А, вот, да, есть надсечки. Значит, это задняя половинка юбки. Итак, приступаем. Прокладываю, еще раз напомню, крупным стежком примерно 4 миллиметра. Нить верхнюю делаем слабее. Но не ставьте ее на 0, а то будет слишком болтаться. Я обычно ставлю 1, 1,5. Все стягиваем по размеру лифа. А далее прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр. Обметываем эту строчку и припуски заутюживаем в сторону верха, то есть в сторону лифа. Проделываем это с обоими половинками. Наложила 2 строчки крупным стежком и накладываю юбку задней половинки, совмещаю центральную надсечку центральным швом, закалываю булавочкой. Так. Также боковые срезы совмещаю на лифе платья и на юбке. Аккуратненько закалываю. И закалываю до момента начала строчки. Аккуратненько все разравниваю. Далее стягиваю строчку. Тяну сразу за обе нитки. Смотрю, сколько мне нужно стянуть. Потом, после того, как я стяну, я ее аккуратненько разровняю. То есть вот так расправлю все складочки аккуратненько, распределю их и уже подколю булавочками. Немножечко нужно ослабить. Можно даже вот так вот иголочкой пройтись, их немножечко выровнять, чтобы они были одинаковые. Когда прокладываете строчку двойную, то эта строчка, она будет более ровная. И когда вы будете уже стачивать основной строчкой, ваши складки никуда не подвернутся. То есть они будут все ровненько, аккуратно лежать. Теперь я то же самое проделываю с другой стороной бокового шва платья. И потом уже перейду к передним деталькам. Работа над платьем продолжается. Итак, прикачала юбку переду. Единственное, что меня смущает, это вот это. Вот такой у меня появился здесь животик. Надеюсь, что я не буду выглядеть беременной с этим мешком под грудью. В общем, переживаю, да. То же самое со спинкой. Ткань все-таки плотная. И здесь тоже образуется какой-то пузырь небольшой. Но посмотрим, посмотрим. Если что, будем носить платье дома. Продолжаем работу, как я уже сказала. Вот так смотрится строчка с изнаночной стороны. Все аккуратненько, все ровненько, все обметано. И сейчас мне нужно соединить плечевые срезы. То есть соединить перед и спинку по плечевым срезам. Проложить строчку на расстоянии 1 сантиметр, обметать, заутюжить. И далее мы с вами перейдем к обработке горловины. Но прежде мне нужно будет приколоть
вот эту фигурную планочку. И, наверное, мне нужно будет примерить платье, так как, возможно, эта планка мне будет на спине немножечко провисать. Но посмотрим. Я приколю, приметаю и померю. Сначала мы источаем с вами плечевые срезы, а потом будем уже обрабатывать горловину. Да, все правильно. А потом перейдем мы к боковым швам, ну и к рукавам. Кстати, по поводу рукавов. Когда я делала сборку на юбки платья, я также проложила сборку по окату рукава. Вот. Ослабляла нити, чтобы 10 раз этого не делать. Я проложила строчкой. Здесь у нас нету рукава фонарика, но здесь есть некая припосадочка. А так как ткань у нас плотная, грубоватая немножечко, сухая такая, я бы сказала, я приложила здесь строчечку двойную, чтобы аккуратно стянуть и потом равномерно распределить лишнее, чтобы не было у меня заломов. То есть я вот так вот аккуратненько все распределю и вточаю рукав. У меня получится, я думаю, все хорошенечко. Ну, это немножечко забежало вперед, а пока работаем с плечевыми срезами. Притачала я планки к спинке и сделала небольшую ошибку. Не стала отпарывать, решила с вами поделиться. Это говорит о том, что нужно читать инструкцию. Итак, начну с самого начала. Планки я к спинке приколола, примерила, насколько это было удобно, так как планки со стороны спины было, конечно, не очень удобно примерять, но со стороны вроде бы мне показалось, что все комфортно, планки лежат хорошо, никакие корректировки я вносить не буду. Я их отметила и пристрочила с изнаночной стороны. Далее мне нужно обработать горловину цельнокроенной планкой. И вот здесь я поняла, что я этого сделать не смогу. Посмотрите, накладываем планку на вырез горловины. И та-да-да, смотрите, я не могу ее приколоть. То есть получается, что с одной стороны мне нужно сейчас отпороть обе планки, притачать только одну сторону, отгибая их вот так, чтобы они не мешались, чтобы они были между планкой и изделием, совместить плечевой срез и притачать только одну сторону у планки. Далее отвернуть все вовнутрь, выложить другую сторону и уже притачать ее. Возможно, мне придется оставить отверстие. Я еще не знаю, как это все ляжет. Отверстие между планкой и изделием, чтобы туда ее просунуть. В общем, вот такая у меня получилась небольшая ошибка. Видите, я не могу ее никак притачать, потому что здесь она уже отворачивается на изнаночную сторону. А мне нужно как-то сделать это, чтобы все было внутри. В общем, отпарываю одну сторону. Хорошо, что не утюжила, потому что у меня здесь есть отметочки уже. И я просто потом по ним все притачаю. Вы поняли, да? Сейчас отпорим с одной стороны обе. Притачаем с одной стороны планку, потом планку с другой стороны. Потом я, конечно же, прочитала инструкцию, и в ней указано, что да, действительно, сначала обрабатываем одну сторону платья, а потом уже другую сторону платья. Отпорола планки с одной стороны, вот они у меня. Так, убираем их, чтобы они не мешались. Берем нашу обтачку и прикалываем, совмещая центр, как я уже говорила, плечико, линию плеча. Здесь совмещаем. И вот до сюда, да, плечико можно совместить и как бы притачать уже одну сторону. Ну, я посмотрю, сейчас приколю ее, возможно, отогну, перекину планку, посмотрим, как это все будет. В общем, занимаюсь сейчас пока одной стороной. Думаю, что вы поняли все, как у меня тут происходит и какую я совершила ошибку. Продолжаю работу, притачала планку таким образом. Начала строчку здесь, прошла по всей горловине и закончила плечевого среза, оставив вот такое небольшое отверстие. Так, что мы делаем дальше? Отгибаем притаченную обтачку вовнутрь. Здесь мы вот таким образом перекидываем, чтобы не перепутать нашу декоративную планочку. И смотрите, здесь можно сколоть, чтобы не запутаться. Ну, можно и не делать этого. И далее мы вот так накрываем ей вторую сторону. После того, как накрыли, мы ее подсовываем в отверстие, которое оставили. Разравниваем,
Прикалываем на нужные места, у меня здесь отмечено с обратной стороны, и зашиваем оставшееся отверстие. И все у нас будет внутри красиво запаковано. Далее срезаем строчку, припуски близко к строчке. В уголочках делаем надсечки, чтобы красиво вывернуть. Но здесь надо быть аккуратными, не прорезать лишнего. И можно, кстати, отстрочить эту обтачку, а можно настрочить припуски и подвернуть. Скорее всего, я ее отстрочу по горловине, чтобы она у меня не выворачивалась. Так как платье будет повседневное, мне не хочется, чтобы у меня эта обтачка выворачивалась. И, скорее всего, я сделаю отстрочку. Ткань пестрая, и видно ее не будет. Но она красиво закрепит горловину. В общем, посмотрим. Далее нам останется с вами стачать и обметать бока. И займемся рукавами. Осталось совсем чуть-чуть, и платье будет скоро готово. После того, как проложила строчку по горловине, срезала обтачку близко к этой строчке, детали лифа, спинки и переда сделала такими надсечками, чтобы лучше легла. И вот эти уголки я надсекла. Но прежде я прострочила здесь это место 2 раза. То есть у меня уже был опыт, я шила платье, и потом это место острое, оно может разъехаться. И после того раза я всегда здесь делаю закрепляющую строчку на мелком стежке. Теперь я обтачку выверну на изнаночную сторону, вымету ее аккуратненько, отутюжу и проложу закрепляющую строчку, чтобы все припуски у меня там были внутри и не болтались. И будет все красиво. Горловину я полностью обработала, и очень аккуратно, на мой взгляд, все получилось. Покажу вам отстрочку. Примерно 0,7 я проложила отделочную строчку, которая еще закрепила все мои припуски. Ну и вот такую декоративную крестик, планку, обтачку на спинке, которая держит платье, чтобы оно не сваливалось. Также внутри я подшила полностью эту обтачку, ну как полностью, по плечевым срезам и по центру спинки и переда, чтобы она у меня никуда не выворачивалась. Далее мы переходим к обработке боковых срезов. По инструкции написано, что нужно стачать и разутюжить. Но так как припуски у меня даны всего по 1 сантиметру, я сначала обметаю все бока и потом только стачаю. Также мне обязательно нужно померить, потому что юбка не очень широкая, я бы сказала, и длинное платье, возможно, мне будет некомфортно. И я подумываю о том, чтобы сделать с одной стороны, а может быть с 2 разрез. В общем, я обязательно померю. Осталось совсем немножечко, и платье будет готово. Сегодня у меня, кстати, среда, 1 июля. Да, 1 июля. Надеюсь, я правильно сказала. Июнь у нас до 30, а не до 31 дня. В общем, я не успеваю шить второе платье, но ничего страшного. Главное, что я успеваю дошить это, потому что в пятницу мы уже уезжаем, немножечко отдохнем, проведем время не дома. В общем, первая поездка у меня случится уже в пятницу. И до пятницы я надеюсь платье дошить, потому что я хочу в нем провести выходные. Продолжаю работу. Сначала боковые швы. Разрез решила не оставлять. Померила, в принципе, ширины платья хватает. Но у меня другая дилемма. Я померила, и я в нем, в этом платье, как будто бы в мешке. Вот это место все-таки сильно оттопорщивается. Хотя, с другой стороны, чем я думала, когда выбирала фасон, сборка под грудью, как для беременных. И у меня такая дилемма. То ли немножечко вот здесь заколоть по боковым швам, примерно вот до середины бедра где-то, и ушить. Но тогда, девочки, у меня вот эта выточка, она вообще смотрится чудно. Как будто бы вот такой залом образуется, и здесь сверху хочется тоже забрать. Крой платья у нас такой свободный. Здесь спущенное плечо. Там также и говорится, что платье со спущенным плечом. И если здесь ушить, то вот здесь вот как-то в груди не очень хорошо смотрится. И поэтому я приняла решение оставить таким размером, оставить мешком, пускай будет, что будет. Но думаю, что мне нужно было, наверное, брать не 42 размер, а 40. Тогда бы платье на мне сидело, наверное, получше. Ну, дело сделано. Оставлю как есть. Если что, обрежу и буду ходить в нем дома. Посмотрим, что получится. Изначально была идея свободное платье для как бы похода в магазин, то есть накинул и побежал. Для прогулок, в общем, посмотрим, что получится. Приступаю я к работе с рукавами. Здесь я обметаю тоже каждую сторону по отдельности, потом проложу строчку на расстоянии 1 сантиметр. Также я уже подготовила низ, заутюжила.
в инструкции к пошиву платья говорится, что здесь нужно обметать и подшить вручную. Но у меня хлопок, он тоненький, я поэтому делаю вот так вот в подгибку. Я отутюжила низ, чтобы потом мне было удобней проложить строчку, чтобы на стаченном рукаве не подгибать. То есть намного проще деталь подогнуть в развернутом виде. Сейчас я обметаю, стачаю, и потом вот так у меня здесь все уже будет отутюжено. Я просто подверну и проложу строчку. В общем, продолжаю работать, несмотря ни на что. Хотя я немного расстроилась из-за того, что у меня получается такой балахончик. Ну ладно, надеюсь, со временем платье немножечко состирается, будет не такое пропитанная, будет мягче и будет сидеть как бы комфортнее, потому что выточки все-таки еще пока не на месте. Платье немного стоит колом, но посмотрим. Я думаю, что со временем, после 2-3 стирок, оно примет форму моего тела. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Буду все равно дошивать вещь, может быть, кому-то и подарю. Посмотрим. Итак, дорогие девочки, не могу записать этот торжественный момент. Нет, я еще не дошила платье, но я готова сообщить, что я на финишной прямой. Итак, рукава стачала, вот такие они широкие получились, свободные. И уже подогнула низ рукава. Сейчас вам отверну. Вот. Кстати, шью я уже на бытовой машине. Мне было лень очерчивать припуск 1 сантиметр, потому что я не люблю пользоваться ограничителем. На промышленной швейной машине он все равно не точный, под него постоянно заползает ткань. В общем, я плюнула, заправила свою бернину, обожаю ее, просто обожаю. И начала, вернее, продолжила шить платье на ней. На промышленной я только, собственно, стачала, наверное, лиф. Ну, все, что сделала, в общем, в первый день шитья. Если вам интересно, вы можете отмотать назад и увидите, что я шила на промышленной. Дальше я начала работать на бытовой. Мне очень нравится позиционирование иглы. До 1 сантиметра можно делать припуск. То есть легко. Если больше, то здесь ограничитель уже совсем другой. Он вкручивается вот сюда в лапку и не двигается. То есть он стоит намертво. В общем, рекомендую, если вы еще думаете, какую машину купить. Я бы, наверное, купила бытовую бернину. Кстати, я рассматриваю другие варианты, более совершенные, более продвинутые, но не буду забегать вперед. Сейчас про платье. Итак, я на финишной прямой. Рукава я закончила в плане, что стачала, подогнула низ и уже, посмотрите, я вколола их в пройму. Покажу вам здесь сборку. Вот так она выглядит. Я стянула 2 нитки, о которых вам говорила ранее, когда я созбаривала, вот, чтобы немножечко припосадить рукавчик. Все говорят, что правильно втачивать рукав со стороны рукава, но я никогда не втачиваю рукав со стороны рукава. Объясню почему. Потому что любая машина, когда она шьет верхний слой ткани, она растягивает, а нижний припосаживает. И когда вы шьете со стороны рукава, у вас и так здесь лишняя ткань посадка, а вас еще машина растягивает, я всегда делаю наоборот. Я шью со стороны изделия, а не со стороны рукава. И получается, что нижняя часть у меня всегда припосажена, и всегда практически она у меня получается без заломов. Но если уж один залом попадется, а если он попадется, значит, с какой стороны не шею, все равно в этом месте ткань будет лишняя, то я его немножечко подпарю и исправлю. В общем, для себя я решила, что я никогда не втачиваю рукав со стороны рукава, я всегда втачиваю со стороны проймы, чем я сейчас, собственно, и займусь. Пойду за машинку и проложу последние 2 строчки. Хотела метать, но думаю, прекрасно, если убрать рукав. Кстати, у меня на машинке есть подъем лапки, посмотрите. Оп, коленоподъемник. И если убрать вот эту платформу, оп, то пройма прекрасно наденется на швейную машину, и я ее спокойно пошью. Чем я, собственно, сейчас и буду заниматься. Далее мне останется обметать эти срезы и подогнуть низ платья, которые я подогну так же, как рукава. И уже потом я запишу новое видео. Надеюсь, уже покажу вам готовую работу. Больше подключений у меня не будет. Так что я заканчиваю. И увидимся уже, когда моя работа будет закончена, когда платье будет готово. Итак, дорогие друзья, платье в свободном стиле из хлопка готово. Вот такое оно получилось, спущенный рукавок. Вот так платье смотрится на манекене. Свободное, легкое хлопковое платье спереди. И вот так вот платье смотрится у нас
сзади. Оно, конечно, немного великовато манекену, но мне оно тоже, конечно же, свободно, потому что здесь нет ни молний, ни пуговиц, ничего. Вот такое платьишко получилось. Дальше я вам покажу, как платье смотрится на мне. Надеюсь, вы тоже оцените. Ну, а я со всеми прощаюсь. Говорю вам, занимайтесь своим любимым делом, шейте с удовольствием. И всем пока-пока. Итак, друзья, на этом месте мой швейный влог должен был быть закончен, но я решила поделиться впечатлением от платья. Мы вернулись уже из поездки, и я решила поделиться с вами своим впечатлением, как же мне было комфортно, друзья, в этой идеальной вещи. По-другому не скажешь. Мы уехали на несколько дней, была жара, и все дни я была в нем. Платье идеальное. Больше ничего не скажешь. Оно удобное, комфортное. Мы ходили в кафе, мы плавали на теплоходе. В общем, я прекрасно себя чувствовала. Платье уже после стирки, оно нисколечко не изменилось, ни цвет, не село. В общем, мне очень модель понравилась, и я довольна. Также я хочу с вами поделиться, что я успела сшить еще перед этой поездкой, что я там приобрела и что я уже доделала после нее. Итак, перед поездкой моей дочери захотелось юбку-шорты. Она мне нашла в журнале. Журнал у нас за апрель 25 года. Вот такую модель. Это шортики. Спереди это юбочка, а сзади это шорты. Я быстренько нашла ткань в своих закромах. Вот такой хлопок. Он немножечко плотноватный, плотный. Ну, такой немножечко хрустящий. Я думала сшить себе из него летнюю юбку, такую типа на резинке с карманами, как в прошлом году продавала Глория. Ну, вот ткань лежала, она постиранная у меня была, и, в общем, я взялась за работу. Сшила я ее за день перед отъездом, и вот такая юбочка-шорты у меня получилась. Юбка-шорты уже после стирки. Она сидит идеально. Я взяла размер за основу. 42 самый маленький, но мне пришлось скорректировать до 40 размера. То есть я убавила выкройку до 40 размера, и она села идеально. И также я убрала рост. Дочь у меня немного ниже. Выкройки представлены 1,68 м для женщин, а она 1,63 м. Вот так юбочка, шорты выглядит сзади. Она тоже после стирки. Хлопок, конечно же, немного не разглаживается. Он такой с эффектом мятости, помятости. Ну, в общем, вот такая моделька получилась. Она тоже в ней гуляла, в ней было очень комфортно. Сбоку здесь у нас молния потайная, и верх у нас отделан вот такой обтачкой. Так. Также перед поездкой я начала шить дочке юбку и закончила ее уже после. Вот такая веселая юбочка получилась. Я решила украсить ее кармашками, кружевом. Ну, кружево, если честно, была вынужденная мера, так как ткани немного, и мне хотелось зрительно удлинить юбку, потому что здесь все-таки у меня двойная резинка, каждую я вставила отдельно. В общем, самый простецкий вариант: кармашки, кружево по низу, покажу вам поближе. Вот так смотрится снизу у нас. И вот так кружево пришито с изнанки. Просто обметано, подогнут низ юбочки. У меня один шов на ней, шов сбоку. И здесь я тоже кружево интересно вот так вот обработала, подогнула его и прострочила вот тут, чтобы швы не разворачивались. Все обметано на верлаке, ну, собственно, и кармашки. Тоже отделала кружево, милые бантики. Мне кажется, юбочка будет смотреться здорово. Мы еще не примеряли юбочку. Ребенок после поездки убежал к бабушке и приходит изредка домой повидаться. Но в поездке я купила ткань по скидке. Ткань качественная, хорошая. Вот такая вот синяя ткань. Состав у ткани 80% шерсть, это костюмная ткань, и 20% вискозы. Она немножечко эластичная и очень-очень классная. Покажу вам сейчас ткань поближе, ее фактуру.
Вот такая она с одной стороны, очень приятная к телу, и с другой стороны. Покупала я в магазине тканей итальянских, ткань итальянской, и она шла по скидке. В общем, отрез 1,20 м по скидке мне вышел 1326 рублей. Вот чек, я купила эту ткань дочке младшей на школьный сарафан. Школьная форма у нас синяя. И мы будем с вами, надеюсь, шить школьный сарафан вот из такой ткани. Но сначала я, конечно, ее продекотирую, потому что в составе шерсть плюс вискоза. И мне предупредили, что ткань дает небольшой окрас. Так что белая блузка, конечно же, у нас будет. И я боюсь, что она прикрасится. В общем, вот такие у меня покупочки случились. Хотела я шить себе платье, но не успела. Сшила дочери юбку-шорты, сшила еще одну юбку другой дочери. Платье мое отлично отдохнули, и мы с вами сегодня прощаемся. Но уже совсем скоро увидимся. У меня уже есть планы. Будем шить мне платье, будем шить платье дочери, сарафан другой дочери. В общем, у нас много с вами чего будет интересного. Надеюсь, что я не пропаду и продолжу снимать свои швейные влоги. Ну а если вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся. Всем пока-пока. До новых встреч. Это снова я, друзья. Я забыла сказать, что помимо вот этого всего, у меня какой-то сейчас швейный идет запой. Я сшила еще шторку в ванную. Я вообще думаю в последнее время заняться переработкой тканей. Столько лоскутов, столько вещей, которые мы не носим, нужно будет складывать, куда-то откладывать и перерабатывать. Но сегодня я хочу вам еще показать, как вот я вот из таких шторок, я их покупала на Валбересе, в мою мастерскую. Высота здесь у нас небольшая, шторы были 3-метровые, и немного срезалась снизу. И вот эти лоскуты, у меня здесь 4 шторы, я решила пустить в дело и шила шторку в ванную, которую сейчас вам покажу дальше. В общем, хотелось новую шторку обновить. У нас там была уже такая поношенная из длина. Хотелось обновить шторку в ванную, а деньги тратить не хотелось. И, в общем, получилась вот такая штора. Ну вот, друзья, вот такая шторка в ванной у меня получилась. Сверху она завязывается на бантики. Также, собственно, и снимается при развязывании. Состоит из 4 кусочков, как я уже вам сказала. И, конечно же, она функциональная. То есть мы ее открываем. И вот, пожалуйста, у нас с вами открывается чудесный вид на мой участок из ванной комнаты. Ну, а теперь, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Увидимся.